Пойдем, я тебе покажу, как выглядит рыбацкая деревня 19 века. Вот здесь прямо возле берега ставили на островах такие избушки для того, чтобы сети сушить. Чтобы домой их не тащить далеко куда-нибудь, да? Берешь сюда какую-нибудь избушку вот в такую. Сейчас мы посмотрим, как она внутри устроена. Одна, вторая. Сейчас где-то какая-то открытая должна быть. Пожарная сигнализация обязательно, чтобы ничего не сгорело. Видишь, это сарай для сетей. Построен в 1880-х годах на взморье Лыма в деревне Токуика на острове Сарма. На острове Сарма сюда перевезли ее в 60-х годах где-то. Прошлого века, короче. 60-х. Так, это тоже сарай для сетей. Так, крыша соломенная. Сейчас посмотрим, как она изнутри сделана. Ну, это такая солома крепкая. Сейчас она изнутри. Хорошо видно, как она сделана. Стопэ, так это камыш. Это камыш. А как он здесь уложен? Как он держится, интересно. Оп, взял и вытащил. Представляешь, сломал новую крышу. Сейчас назад засунем сюда ее. Вот так вот, видишь, я могу сюда ее, опа, назад засунуть. А чем она держится-то? Так, ну это, конечно, новодел. И свеженький камыш. Спичкой чиркни. И все. И сейчас горит махом. Спички детям не игрушка. Да. Сруб сделал, смотри. Как настоящий. Все тут подогнано хорошо. Явно новое. А вот здесь, вот это похоже на то, что она прям старая. Видишь, бревешки прям старенькие. Такое ощущение, что она действительно настоящая. А это сейчас пойдем посмотрим. Обтесанные бревна. Построен на хуторе Пекри в деревне Насва на острове Сарма. И в музей в 1966 году перевезен. Слушай, ну похоже на то, что она действительно старая. Там даже сети какие-то висят. Видишь, там туда не пустят с тобой. Чтобы мы там ничего не утащили. Но... Так, что там внутри? Видно, нет? О, видишь, что? Что-то какая-то утварь какая-то там лежит. Пошли дальше смотреть. Тебе покажу, как островная жизнь выглядела. Надо на Сарму, конечно, съездить, а вот это все островной хутор для крепостных крестьян. Пойдем сейчас. Я тебе все покажу, как выглядит. Забор выложен из камня, потому что на островах с камнями вопросов не было. Так они между собой никак не скреплялись, под собственным весом держатся. Ворота, ух ты, а это гранит. Видишь, здесь забили туда, просверлили, забили гвоздик. А это что за хутор? Что за изба такая, почти каменная? Закрыто, нет? Можно открыть. Подожди. О. Опа. Какая тут интересная. Мне так нравятся вот эти вот каменные штуки из известняка, когда строят. Прямо хочу себе домик такой из такого известняка собрать, чтобы скомбинировать. Вот такой известняк с деревом. В карьере его добывают, он стоит каких-то космических денег. Ну, а здесь что? Здесь ничего не видно. Все позакрывали. Может и открыто, подожди, сейчас я попробую. Не, закрыли. Закрыто, здесь все закрыто. Ну, так не очень интересно. Пойдем посмотрим, может, где что открыто есть.
Идем посмотрим. Да, весело на острове. Если интересно, как же люди живут на острове, надо будет съездить здесь на Саарома, или есть еще по Праге маленький остров. Там очень аутентичная странная жизнь такая, северная. Вот так, это еще какая-то избушка здесь у меня. Смотри. Так, все позакрывали. Это что такое? Хлев. Построен на хуторе в деревне Лепику на острове Муху, очевидно, в 910 году. Перевезен в 83 году. Ну вот старые бревна есть, да, вот новые. Ну такой реставрированный. В начале века, смотри, как строили его. Внизу каменное основание, крыша камышовая, соломенная. Камышей здесь по берегу моря растет очень много, поэтому проблемы в нем вообще не было никакой. Везде можно было его набрать бесконечное просто количество. Так, вот колодец. Колодец, пожалуйста, не лезь. Пожалуйста, не лезь, это специально для меня написали. А, это, соответственно, мачта для того, чтобы сделать рычажок. Такой фундамент просто камнями заложили, бревно, чтобы оно не падало. И вот сюда, в колодец, люди набирали отсюда воду, да? А он закрыт, наверное, да? Кишка тонка, закрыта. Так, жалко, конечно, что все постройки закрыты. Ну, пойдем посмотрим. Бояре поехали на телеге кататься. На телеге, конечно, прикольно ехать, но не очень интересно. Бывает. Тут ногами интереснее ходить даже. Так, вот смотри. Это жилая Рига. Даже она с дымоходом, представляешь? А у меня там видео есть. Я сейчас тебе вот по подсказке посмотри. Там печь по-черному. И никто не верит, что было такое время, что печка по-черному отапливалось жилое помещение. А так оно и было. Здесь, видишь, выложено. Вот скажите мне, это историческая штука? Сохранилась еще, ну, как бы реконструкция полная, да, что с дымоходом, или это просто сделали новодел, чтобы действительно отапливать помещение. Мы сейчас смотрим с тобой вот эти. Вот откуда взялась избушка на курьих ножках. А здесь что внутри? Ничего. Это столб, на котором все крутится. Так, а сюда можно залезть, нет? Пойдем попробуем зайти наверх. Веревочкой перемотана, но тут уже не написано, что нельзя. Ой, смотри, а здесь бересту подложили, она же очень хорошо горит. Так. Смотри-ка, я могу даже забраться. Все закрыто. Все закрыто. Никак сюда не забраться. Уж обидно. Я бы на самом деле хотел вовнутрь зайти, мельницы. Но я думаю, в следующем видео мы это сделаем. Так, на улице где-то плюс 5, наверное. На солнце все 12 градусов. Так, такими поручнями лучше, конечно, не пользоваться. И аккуратненько, опа, сюда пролезу. Пойдем дальше смотреть. Какую-нибудь мельницу надо нам открытую срочно найти. Это какая-то другая, смотри. Веревки все привязаны. Замок. Замок, наверное, купили в депо. Так. Здесь
Фундамент заложен камнями. Здесь вход. И тоже закрыто. Ну, закрыто так неинтересно. Так, а здесь, смотри, здесь уже зажиточный хутор. Это реконструкция хутора, который был в Печорском районе. Это на стыке между католицизмом и православием. Эстонцев начали посвящать, ну, особенно русскоязычных, посвящать православие в начале 20 века. Николай II пытался укрепить, и вот здесь такой вот был зажиточный хутор. Смотри, ух ты. Бревна цилиндрованные, сани есть. Значит, зима была уже. Сани. Они прям крепкие такие, железные. Повозка. И повозка есть. И это народ Сетума. Они жили на стыке двух миров. Православного и католицизма. Все равно теперь. Опа. Здесь сени. Сейчас пойдем сюда, зайдем сначала. О, здесь русская печь. Смотри, можно было топить здесь. Это уже печь с дымоходом, видишь, русская, чтобы она занимала, ну, считай, четверть помещения, смотри. Вот здесь спали на палатях. Подштанники сушили. Здесь можно было сидеть на печи, лежать на печи. Чугунок для того, чтобы печь. Опа, ну-ка попробуем сейчас. Сейчас, подождите, тихо. Никому не говорите, что я тут хозяйничаю. А вон печка. Ну да, там настоящая печь, видишь. Закрывалась вот так. Не знаю, было там, поддувало раньше или нет. Ну поддувало, вот она. Здесь отсюда дрова шли. Так, а это лючки для того, чтобы чистить дымоход. Рыба. И здесь еще сушили. И вся эта печка, считай, была на четверть помещения. То, что дом деревянный, это тепло, он был теплый за счет только печи. Так, это смотри, православная изба-то. Хутор, видишь? Икона православная. Пойдемте покажу, что у нас еще дальше есть. В сенях. В сенях, когда было жарко летом, спали в сенях. Потому что... Так, а здесь это зачем? О, глазок такой забавный. Здесь у нас другая изба. Тере. Здесь тоже русская печь. Это же русская печь, да? Так, ну она уже немножко реконструированная. На нее уже не поспишь. О, смотри, котел вмонтирован прямо в печь. А как его мыть? Интересно. Так, это уже, наверное, 20 век. Эфир для наркоза. Эфир для наркоза — это то, что нам нужно сейчас. Рис, манна. Так, ну это уже 20 век. Грузинский чай, первый сорт. Сито. У меня было такое дома сито. Деревянное. Здесь можно что-то купить. Сервант с подстаканниками. Так, а печка уже с плитой. Уже такая классическая, с поддувалом и с огнищем. Отсюда можно было золу выгребать вот этим совочком. И все.
Так, ну вот с этим котлом только я не понял. То есть вода постоянно горячая была в этом котле. Но он, наверное, мыть-то особо не приходилось. А это открыта дверь? Нет, закрыта. Так, о, шкаф для одежды из массива. Чемоданы. Чемоданы с колесиками придумали только, запатентовали чемодан с колесиками в 70-х годах 20 века. До этого уже ракеты, уже люди были на Луне, уже вышли в открытый космос, а чемодан с колесиками запатентовали только в 70-х годах, представляешь? Вот это серьезная мельница. Надо обязательно посмотреть, что внутри. Она такая большая. Тут ветер-то хорошо дует, и она как раскрутится. И можно много чего намелить. Пойдем посмотрим, что там есть внутри. Ну, конечно, реконструкция. Деревья здесь уже такие, смотри, имитация бруса. Ветряная мельница построена в деревне Калма Тартовского уезда из Тарту. В 1877 году на мельнице голландского типа молотили муку для выпечки хлеба, для скота, а также ситную муку и крупу. В музей перевезена в 1872 году. Ее закрыли, представляешь? Блин, я был внутри, у меня внутри видео снято, я тебе, вот смотри, сейчас я тебе его покажу. Мельница конца 19 века. Сделано по голландскому проекту. Пошли смотреть. Смотри, деревянные шестеренки. Класс какой. Сейчас, одну секунду. Так, поехали. Опа. Ой, а сюда не пролезть. Ничего не заметить, не пролезть туда никак. Обидно, слушай, а. А я хотел туда забраться. Не получится забраться, сорян. Только вон туда. Что там? Это вот такая. А вот отсюда, наверное, мука. А, вот здесь вот из жерновов высыпалась мука. Здесь что-то намололось. Крутилось. И сюда тоже ссыпалось. А здесь можно было играть нарды. Блин, ну жалко, что закрыто. Хотел залезть, и не получилось. Вот это советский колхозный дом. Самое большое преимущество этого дома было в том, что в нем была внутри водопровод был и канализация. Мы сейчас вовнутрь зайдем, посмотрим, что там внутри, а? О, белье сушилось всегда на улице. Кальсоны. У меня если были такие кальсоны обалденные. Так, сарайки. Ух ты, плита циркулярная даже есть. Потому что до появления колхозов, обалдеть, это что такое? Что нам было плететь? Дрова пилить нужно было. О, велосипед. Велосипед Кама? Нет. Велосипед какой-то другой. Колеса спущены, далеко на нем не уедешь. Продольная пила, чтобы дерево пилить в продоль. Это для сбора клюквы или клубни, ягод лесных, короче, для сбора ягод. Секатор. О, секатор у меня был такой на даче. Но, по-моему, до сих пор есть. Вот сюда вставляется черенок, палка какая-нибудь. Ну, сейчас черенка нету. А вот сюда веревка. И можно было обрезать ветки деревьев, которые находятся высоко. Но в этом сейчас нет необходимости что-то резать. Так, вот этой санки-ледянки не было.
в советское время. Вот такие штуки у меня были. Это уже конец 80-х. Такие штуки у меня были. Я на собаке на них катался. Костыли. Велосипед трехколесный. Ну, так, а здесь что? Пойдем посмотрим. Так, это дровница. Еще 2 велосипеда. Велосипеды в сарайках было опасно хранить. Это что такое? А, это бензопила такая. Смотри, какая бензопила крутая. Чё, она легкая. По-моему, это бензопила Дружба. Юрал. Бензопила Урал, смотри, двигатель у нее есть. Да, Дружба. Дружба 4. Бензопила Дружба. Сейчас тебе подробно ее опишу. Да, бензопила крутая. Это был раритет. Ее можно было хранить не в сарайке, ее можно было хранить только в гараже, потому что не каждый мог себе позволить, она стоила как пол мотоцикла. Двигатель, видишь, маленький, как на мопеде. Цепь. Вот эта штука поворачивалась. Поворотная. Здесь бензобак. И это бензопила. Сейчас вот написано Дружба. Бензопила Дружба. Отсюда выхлоп шел, по-моему, да? Прям под ноги. А, это воздухозаборник, похоже. Скажу я вам, зажиточный получается двор-то, да? Бензопила, велосипеды в сарайках хранятся. Веники. О, это подставка для елки. Это подставка для елки. Лыжи Таллин. Лыжи Таллин. Здесь зала. Снегоуборочная лопата. Топоры. Ух ты, это что за засанки такие моднячие? Это сани, смотри-ка. Счеты. Так, а здесь? А здесь у нас... Ух ты, это баня. Ты представляешь, это баня. Настоящая советская баня. Печка-буржуйка с каменкой. Ее можно истопить прямо. Смотри-ка. Да, она рабочая. Ух ты, какая прикольная. Так. Это баня. Раз. Полотенчики висят. А здесь еще один. Это тут стирать. Тут стирали и котел монтированный. Я из него воду. Да. Печь топилась. Нагревался котел. Здесь можно было стирать. Ну и мыться заодно. Я такого не видел. Зачем человеку ходить в баню, если у него есть... Так, но окна были, конечно, не такие. Окна были с форточками. Это уже новодел, но дом как настоящий. На фундаменте, на хорошем, на высоком. Фундамент был низкий, с подвалом в деревне редко строили. Подвал такой. Пойдем посмотрим, о чем этот дом, откуда он. Типовой колхозный дом. Здесь он получается на 4 квартиры. Что там внутри? Пошли смотреть. Синизатор есть. Таре. Так, это квартира 90-х. Туалет. Туалет, ванная. Так, в 90-х, правда, Ариэль появился. Так, а с горячим водоснабжением как было? Ну, горячее водоснабжение уже, получается, придумали тогда.
Компот. В холодильнике что дают? И холодильник полный всяких еды. Дринк Фанта Олимпиада 80. Одноразовый стаканчик. Так, это какие-то дрожжи. Газовый баллон. Обязательно. Двухэтажная кровать. Молния Маквин. Так, и дом отапливался печками. Двумя, получается. Квартира отапливалась двумя печками. Раз печка. И вторая печка. Родительская спальня. Часы. Блин, они не работают. Это было очень модные. Интересно, они включатся куда-нибудь, нет? Это были очень модные часы, электронные. Adidas. Adidas, настоящий. Фирма. Опачки. А вот это показывать нельзя. Но если очень хочется, то можно. Пиджак. Классно. Зеркало. По идее должно быть трюмо какое-то. Бигуди. Бигуди, фен. И пивные банки стояли специально, потому что это было очень круто выставить все пивные банки, которые ты выпил. Пошли наверх, поднимемся. Что там наверху? Наверху еще интереснее. Так, это квартира 70-х годов. Смотрим. Ну, планировка та же самая. Для того, чтобы сходить в туалет, нужно было помять. Тогда беду еще не придумали. Лампочка горит, свет работает. О, в 70-х годах был порошок экстра и водонагреватель вот такой. На дровах топился. Я не знаю, тут сколько литров-то? Литров 50, наверное. Раз, два, три, четыре. Даже, наверное, на 80 литров. И сколько нужно было топить, чтобы прогреть его? Ну, наверное, одной закладки дров не хватало. Так, ну, в принципе, быт понаряднее получился. В холодильнике все есть. В 70-х годах более убрано было. Хлебница вот эта у нас появилась в 80-х. У меня такая в детстве была. И здесь комната. А, здесь битлы. Здесь битлы. И кассет. Фотоаппарат смена. Компас у меня такой был. Здесь у нас. Опа. Катушечный магнитофон Астра. Очень крутой. Пошли дальше. Я споткнулся. Пойдем посмотрим, что там. В спальне. Телевизор Рекорд. Ну прям как все. Все как по-настоящему. А здесь постельное белье лежит. Радиола, радиотехника. Это, по-моему, рижская была. Шкала У.
Краков, Люксембург, Лига, Прага, Загреб, Дрезден, Бухарест, Варшава, Стокгольм, Бельград, Вильнюс, София. Можно было географию изучать, но везде стояли глушилки, ничего это не ловило. Родительская кровать с детской и чемоданом обязательно, не шкафом. Так, романтика, это усилитель стереофонический. У меня тоже притащил усилитель, чтобы починить, и так и не сделал. У меня так и простоял на серванте, прям как будто они знали, что так оно все и бывает.